Итак, я сейчас покажу, как мы пользуемся наперстком, иголкой нашей, да. Ну, основное это то, что наперсток у вас должен хорошо сидеть на пальце и быть вровень вашей фаланги, да. Вот он. Соответственно, он не должен быть свободный, палец не должен из него вылезать наполовину, как сейчас, да, это у меня большой размер. Но и он не должен быть свободный по диаметру своему, да, по окружности. Соответственно, маленький вы никак не наденете, да. Он должен быть просто в пору, да, вам. Игла, и мы берем нитку, заправляем, и я сейчас покажу, как у нас происходит образование наших стежков, временных, да, ручных. Это такое основное. Так как вы обучаетесь, можете это делать в произвольной форме. И основной прием это такой, вот смотрите, как я держу иглу и как я держу наперсток. Видите, да, вот у нас получается наперсток это как такой толкатель, который не дает нашей игле туда-сюда убегать. То есть, если вот я, например, не пользовался бы наперстком, а просто держал иглу, да, соответственно, я прокалываю, и у меня нету никакого ориентира. Я не опираюсь на стенку наперстка, и у меня игла не имеет никакого ориентира. Вот у меня машинально, так как я пользуюсь наперстком, мне хочется руку сюда подставить, да, палец свой. То есть вот, смотрите, я держу. И еще такой момент. Ты, когда работаешь без наперстка, ты не ориентируешься длины своей иглы, да, то есть ты можешь держать ее за заднюю часть, и она у тебя крутится, или за переднюю, и тогда у тебя не получаются правильные стежки. Соответственно, наперстком вы контролируете этот момент, то есть вот вы прижимаете вашу иглу достаточно, чтобы у вас была рабочая такая вот длина, да. Итак, мы вот наперстком, я могу вот так показать. Итак, наперстком мы держим нашу иглу и делаем наш прокол. Вот у нас сантиметровый прокол. И старайтесь, для того, чтобы вам научиться, делайте примерно сантиметровые проколы от предыдущего прокола. Сейчас я иду неровно, но я просто показываю сейчас сам принцип. Прокалываем. И пальцем левой руки вы помогаете себе, придерживая вот эту часть вашу, да, то есть вот вы колите. Это у нас самый такой простой, самый обычный такой стежок. Соединительный, да, мы колем все наши слои, то есть прокололи насквозь. Еще обратите внимание, мы работаем на столе, да, который нашу иглу не стопорит, да, игла у нас не втыкается в наш стол, она проскальзывает. Если вы занимаетесь пошивом одежды, то, конечно, вам лучше иметь стол, который достаточно такое имеет покрытие, не скользящее, но в то же время он не должен быть в виде, например, пробки, да, какой-то. Если будет пробка, то игла будет у вас в эту пробку входить, и дальше уже вы не сможете образовывать стежки какие-то. Итак, я показал примерно принцип, и если вы обучаетесь, да, дома или где-то в каком-то другом месте, то я рекомендую для новичков сделать несколько вот таких вот линий. Взять кусок ткани. Ткань берите в двойную. Почему? Потому что основной у нас это соединительный, да, такой стежок. Ну вот сейчас у меня 3 линии, просто как образец. Вы можете разлиновать до конца. И старайтесь делать ваши стежки линия в линию. Вот таким вот образом. Когда вы выполняете такой стежок, вы одновременно тренируете правую руку, держите иглу и наперсток, и вы тренируете левую руку, вы помогаете себе, придерживая ткань. То есть у вас получается настоящий такой портновский элемент работы, да? Казалось бы, у нас здесь ничего сложного, кусок ткани,
Но для начала этого достаточно. Если вы какой-то студент или начинающий, это будет для вас самый идеальный такой инструмент для обучения. Вот примерно так у нас выглядит. Видите, да, у нас строчки разные. Если вам не нравится, вы можете, конечно же, достать вашу нитку опять и можете старательно второй раз, или когда вы уже научились пользоваться наперстком, вы можете поиграться и попробовать сделать, потренировать свой глазомер и сделать, например, сантиметровые проколы. Да, вот у вас, вот смотрите, так вот. Не торопимся. Вот делаем сантиметровые проколы, тренируем глазомер и тренируем свою усидчивость. Да? Еще такой момент. Натяжение должно быть таким достаточным, чтобы у вас не стянулась ваша строчка. Вот сейчас я покажу, как она может стягиваться. Да? Чтобы у вас не было никаких волн, но в то же время у вас не было никаких вот таких вот незатянутых ниток. Да? Соответственно, натяжение я обычно контролирую на уровне, вот вытягиваю нитку, и нитка должна сама себя натянуть. То есть вот я вытягиваю, и вот смотрите, вот если увидеть правую мою руку, я чуть-чуть подтягиваю. То есть у меня нитка, вторая часть нитки, второй конец, он свободно перемещается по игле. Вот он. Туда и сюда. Соответственно, вот в этом примерно натяжении у вас должно быть само натяжение, да, вашей строчки. Работаете таким образом. Вот видите, я прокалываю и отодвигаю мою ткань. Да? Вы тоже точно так же должны делать. Вы не ходите за своей тканью, не передвигайтесь. То есть у вас рабочая поверхность, вот она, и никуда она не должна деваться. Вы сделали пару колков, вышли и передвинули. Вот. Опять можно вынуть нашу нитку. Я могу показать еще один стежок. Вернее, не стежок, а теперь у нас тут уже стерлось, да, сейчас я по новой нарисую. Видим, да, что я рисую мылом, оно стирается у нас в процессе. Если вы рисуете мелом, ну, вам придется потом самим стирать ваш мел. Также можете попробовать сделать закрепку, такую я ее называю двойную, да, то есть сделали первый стежок и вернулись, сделали второй стежок. И вы должны за счет таких стежков вы должны привыкнуть к наперстку. Прежде всего к игле и наперстку. Вот я, например, вот иглу и наперсток я вот тремя вот этими пальцами, да, своей руки, то есть указательный, большой и средний палец. Все, у меня два остальных пальца вообще не участвуют никаким образом в процессе, они у меня как подставка здесь, да, такая. То есть иглу я контролирую, я могу ее, смотрите, вот крутить, вертеть, вот тремя этими пальцами, как хотите, да, и она у меня всегда, вот, я ее, вот, она у меня как такой, как жонглер, да, и она у меня всегда, я ее могу вот этим указать, как средним пальцем, большим и указательным, всегда подправить и поймать, да. Почему это очень важно? Потому что когда вы целыми днями будете подшивать свой пиджак, то у вас лацкан подшивается, то у вас воротник подшивается, или там бортовку вы стягаете,
или соединяете полочку с бортовкой, у вас этих строчек очень много. Мы, когда считали на одном пиджаке, получилось несколько тысяч, да, у нас стежков. Соответственно, обязательно надо учиться пользоваться наперстком и иглой. Вот я опять сделал закрепку здесь и могу вынуть, но уже у вас не вынется она легко, потому что мы вначале сделали тоже обратным ходом закрепку нашу. Дальше могу показать стежок. Можно попробовать сделать, например, назад, да? То есть вот сейчас вы можете, это такой у нас закрепочный стягивающий стежок, вы можете просто тренироваться. Стягивать здесь не нужно, вам нужно понять работу с наперстком. Обычно таким стежком мы стягиваем пройму, да, здесь у нас не пройма, здесь прямая линия. И как мы его колем? Половинка в половинку. Вот 0,5 я отступаю от нашего стежка и на сантиметр прокол делаю. Получается, у нас все время на 0,5 мы идем вперед и назад. У нас получается где-то сантиметровые такие стежки. Можно делать и помельче их, тогда у вас будет больше стягивания. Сейчас я что показываю? Я основное не стежок сам этот показываю, а показываю, как нам привыкнуть к наперстку. То есть вот мы теперь идем назад, да? Вот я прокалываю. И обратите внимание, я большим пальцем все время себе помогаю. То есть я большим пальцем придерживаю свою ткань. Иногда даже ее чуть-чуть приподнимаю. Но приподнимаю, смотрите, когда прокалываю. И только после этого я держу и иглой приподнимаю и образовываю такой стежок. Еще раз. Прокололи в плоскости, иглой приподнимаю, и вот пальцем не даю ткани убежать. То есть я помогаю, держу, и за счет этого у меня образуется вот такой стежок. Вот. Ну, как я сказал, этот стежок у нас такой стягивающий, мы его используем на пройме. Но сейчас основное выучите, как пользоваться наперстком. Еще один момент хотел бы показать, объяснить. То есть наперсток держим примерно вот у нас вот таким вот образом. Вот у нас игла, и он у нас вот сзади, да? Если вы только начали, и у вас не получается держать наперсток, меня мои итальянцы научили такой штуке. Вот берем любую нитку, или вот тесьма у нас, да, здесь, и мы можем свой наперсток завязать вместе с пальцем. Я сейчас, конечно, попробую завязать сам, но попросите кого-то, кто у вас рядом. Ну, я сейчас попробую сам себе завязать. Сейчас. У нас в России тоже знают этот способ, в ателье тоже обучали. Но для меня очень удивительно, что люди, которые обучаются нашему портновскому делу в России, они, абсолютно не стесняясь, очень часто говорят: а я наперстком не пользуюсь. Для меня это, конечно, немножечко звучит нелепо, потому что если ты шьешь пальто, пиджаки, то наперсток ты обязан использовать, на мой взгляд. Единственное, что, конечно, если ты не можешь найти наперсток или у тебя каким-то образом там поврежден палец, тогда да, можно сделать скидку. Вот, смотрите, вот я завязал себе палец вот таким образом, и вот у нас вот примерно так. Дальше вы пользуетесь наперстком уже в затянутом виде и иглой, да, себе помогаете. Но на самом деле, честно признаюсь, откровенно говоря, что называется, да, этот способ мне не понравился. Как только мне завязали это таким образом палец, когда у меня наперсток не слушался, да, ну, меня хватило буквально на полчаса, да, вот таким способом работы. Вот я сейчас покажу, как это выглядит. Я отказался от такого способа, но кому-то, может быть, он просто быть полезен, поэтому я его показываю, да. Я почему не люблю этот способ? Потому что тогда даже при таком способе
та теория, о которой я говорил в начале, что у нас наперсток в виде такой направляющей мы используем, он не работает. У нас, когда мы затянули вот таким образом наперсток, у нас палец получается статичен, да, вот я, например, вот хочу сказать, что мне хочется поправить мою иглу, а я уже, видите, не могу, я ее не могу поймать. У меня нету третьего пальца, и игла у меня, вот, я ее, ничего с ней не могу сделать. То есть мне приходится ее крутить вот так вот, да, чтобы ее как-то поднаправить. Поэтому этот способ, он, конечно, существует, но, на мой взгляд, он абсолютно бесполезен. Меня надолго не хватило, я эту ленту вот так снял и дальше учился только так, только в работе. Вот видите, я опять, у меня расслаблены пальцы, и я пользуюсь наперстком легко, без всяких вот у меня на этой руке, вот я лично так пользуюсь, смотрите, вот у меня лежит, и вот я этой рукой, оп, этим пальцем, то есть или нужно затягивать не до конца, то есть должна быть свобода, но тогда смысла нет вообще в этой тесемке, да. Опять вот показываю, можно вот таким способом. Здесь у нас была закрепка, и вот она уже не дает. Вот даже одна закрепка уже хорошо держит. Если вы назад одну закрепку сделали задним ходом, да, как я ее называю про себя. Так вот. Итак, вот это основные у нас такие элементы. Сейчас я вот одну нитку быстро сделаю. Я просто покажу, вот как я бы это сделал. Да? То есть вот у нас в ускоренном виде это примерно вот так выглядит. Вам нужно вот дойти до такого темпа. То есть вы должны не обращать в какой-то момент на наперсток уже. Потому что есть моменты, когда нужно сделать очень быстро. Может клиент ждать у вас на примерке, вам надо что-то быстро собрать. Учитесь делать быстро и аккуратно. Дальше я покажу, как мы пользуемся нашей тонкой иглой, тонкой ниткой. И я покажу на примере, как если бы у нас выглядел низ пиджака. Да? Чтобы нам каким-то образом здесь обозначить низ пиджака, мы уберем все лишнее. Таким образом мы приблизительно сделаем такую вот подгибку. Лишнее уберем, как я сказал. И чтобы нам подшить, я покажу, как мы подшиваем в двух вариантах, как если бы это были условно брюки и низ пиджака как такового, да, у нас. Чтобы нам подшить, нам нужно временной нашей белой ниткой закрепить низ. Вот он у нас условный низ, да, у нас здесь такой вот. Так вот мы его закрепим. И я покажу сейчас два способа, как можно подшивать. Да? Соответственно, мы берем нашу тонкую нитку, тонкую иголку. Ну, в данном случае у нас нитка, которую мы используем на оверлок, Гутерман наш. У нас, что у нас тут? Terra 180, да? Заправляем, делаем узелок. Как видите, да, до этого обратите внимание, что когда я подшивал низ, я узелки не делал, да. Я стараюсь на всех наших временных строчках не делать узелки, потому как, ну, я сейчас в конце покажу, почему я не делаю узелки. Итак, я тут условно покажу два приема, как мы подшиваем. По сути, здесь мне нужно просто вам показать нашу коротенькую иглу и как мы с ней работаем, да. То есть, что мы тут делаем? Мы берем, вот, например, это у нас был бы условный низ брюк, конечно, он был бы пошире. Здесь у нас, ну, здесь нас интересует только подгибка. Соответственно, там, где у нас был узелок, мы два раза вот так вот закрепим сейчас, чтобы нам можно было работать. И я покажу,
сам момент, вот видите, у нас короткая игла, у нас короткая амплитуда, да, и мы можем очень легко прокалывать за одну нашу нитку. Тонкая короткая игла, и мы можем ей ловить прям за одну нитку, для того, чтобы у нас наша нитка не выглядывала на лицо. Видите, мы делаем наши короткие такие по 5 миллиметров проколы. И когда мы подшиваем, мы обычно никуда не торопимся. У нас не должно ничего выходить на лицо. Вот таким образом у нас стежки. И видите, да, что у нас короткая игла, и она нам помогает делать короткие проколы. Я сейчас специально поменяю на длинную иглу и покажу, почему это неудобно работать длинной иглой у нас. Конечно, у кого нет коротких игл, я рекомендую их поискать. Или, большой иглой, конечно, вы работаете. Смотрите, у нас получается, мы работаем с большого расстояния, да? У нас, во-первых, игла сама толще, что нам сложнее, да, поймать за одну нитку. И у нас получается очень сложно поймать наш прокол, да, то есть мы прокалываем. Вот за нитку уже мне сложнее здесь поймать. И у меня игла, то есть я не контролирую, у меня очень далеко находится мой наперсток, и я не могу контролировать ширину своего прокола, вот второго, да, то есть у меня очень сложно это происходит, и я трачу на это чуть-чуть больше времени. Здесь, конечно, это не так очевидно, но когда вы подшиваете настоящие брюки или низ изделия, то поверьте, у вас очень часто будет игла выходить на лицо. Вот я, например, за счет толщины иглы никак не могу войти в нитку, да, или вот я зацепился за нитку, да, и у меня за счет толщины иглы нитка вылезла прям. И это будет в изделии очень заметно. Или вот я, например, кольнул, и я вижу, что у меня за счет толщины иглы у меня прокол практически пошел на лицо. Видите, да? Вот она блестит здесь, эта игла. Вот, ее здесь видно. Вот чтобы такого не было, мы пользуемся короткой и тонкой иглой. Вот, или, например, смотрите, вот я предварительный стежок у нас очень хорошо появилась игла. Там, где мы делали тонкой, у нас еле заметные проколы, да? На лице они тут есть у нас, но вот, например, вот в самом начале, да, их практически незаметно. Но там, где мы работаем уже потолще иглой, и они будут появляться все больше и больше. Тут их меньше, но тут еще, конечно, ткань у нас сложная, на ней все это видно. И плюс я показываю сам принцип, особо не стараюсь, да, так вот. Но разница очевидна, что толстая игла и длина ее не позволяет делать аккуратные короткие проколы у нас. Так, опять вернемся к нашей тонкой игле. И я покажу второй момент, как мы можем подшивать наше изделие. Это наш пиджак, например, да, теперь уже. Таким образом мы подшиваем брюки, первый способ, да. А второй способ, это мы подшиваем пиджак, у нас все пиджаки таким образом подшиты. На дорогих итальянских костюмах очень редко так подшивают вручную, уже в основном там машинкой все подшивается. Машинкой мне не очень нравится, машинка очень часто выходит на лицо. И что у нас здесь за подшивание такое? Мы делаем петлю, узелок, делаем двойной такой вот нашу закрепочную такую строчку, и мы просто крестиком назад подшиваем
наш условный пиджак. Почему я люблю подшивать свои пиджаки руками? Потому что, когда мы подшиваем руками, мы можем контролировать натяжение нашей нитки, да? Когда мы подшиваем на машинке, если фабрики или какие-то ателье на машинке подшивают, вот этого натяжения это натяжение очень трудно контролировать. Руками мы это делаем более надежно. Особенно если вы шьете какие-то летние ткани, тонкие, да, то натяжение очень важно. Иначе у вас все будет на лице. То есть вот, видите, да, я подшил, и у нас практически не видно, да, нашего подшитого низа. Вот, то есть у нас тут абсолютно все гладко. Это вот такой вот у нас стежок, да, которым можно тоже тренироваться в домашних условиях. Это такие базовые навыки, которые нужны для того, чтобы начать шить женский или мужской пиджак на заказ. Так я здесь прервусь. И я сейчас покажу, почему я не пользуюсь узелками, да, когда мы делаем временную, наметочную вот эта строчка. Соответственно, когда вы в работе ваш пиджак, да, вы можете каким-то образом или ножницами, или на утюге, когда утюжите, задеть вот за эту нитку, да, и она у вас вытянулась. Потом дальше она у вас может просто выпасть, да, из изделия, и если у вас будут на концах узелки, то узелками вы просто повредите ткань в нескольких местах. Если ткань дорогая, то будет испорчено ваше изделие, очень сложно будет восстановить первоначальный вид. Поэтому узелками не пользуемся, пользуемся в особенных случаях. Итак, это все, что сегодня я решил вам рассказать про наперстки, открытые и закрытые. Если вас интересует вопрос приобретения наперстка, пишите в сообщениях, мы подберем для вас ваш размер.